Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что свяжем», канал об узорах, и я Оля. Я рада приветствовать всех новичков, гостей своего канала. Заходите, не стесняйтесь, здесь много узоров. Заглядывайте в плейлисты. Надеюсь, вам видео понравится. Вы оставите свои лайки и комментарии. Подпишитесь на канал, чтобы не потерять его. И нажмите на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдут новые видео. А своим постоянным зрителям, своим подписчикам отдельный привет. Страны, города, очень приятно. Очень большие, хорошие, классные, теплые отзывы. Мне очень приятно. И я ж к вам, получается, с новым узорчиком. Ну как, узорчик старый, изделие, так скажем. Я связала такую вот легкую летнюю туничку, кофточку. Покажу вам полностью, начиная с материала, какой я использовала, да, какие ниточки, какой крючок. Расскажу вам полностью, как рассчитывать на любой размер данную кофточку, туничку. Естественно, покажу, как вязать сам узор, расскажу нюансы. И покажу, как делать обвязочку обязательно, как сделать росток. И в моем случае получилась вот такая вот кофточка-туничка на размер 42. Но я показываю и рассказываю, как можно рассчитать на любой размер. Ну что, свяжем? Готовы? Давайте. Итак, приступим. Начнем вначале с ниточек. Ниточки Alize Diva, которые использую я. Опять же, повторюсь, вы можете использовать другие ниточки, но обязательно для себя сделайте образец. Обязательно. Итак, Alize Diva – это 100% микрофибра. В 100 граммах 350 метров. Цвет, кому интересно, 110. Вы видите, 100% микрофибра. И советует нам производитель брать крючок 1-3. Я беру троечку. Мне троечка понравилась. Вы смотрите под свою пряжу. Так, есть. Это наша пряжа. Так, девчат, смотрите. Сам узор. Сам рисунок. Так, это называется звезда Давида. Вот видите, состоит из вот таких вот перекрещенных столбиков. Как их вязать? Так, видите, ничего сложного, и они идут, получается, в шахматном порядке. То есть крестик, 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 крестик. А в другом ряду между крестиками, да, видите, крестики. За счет этого получается такой вот классный ажурчик. Так, смотрите, образец узорчика, да. Вот я набрала цепочечку. Так, и следом набрала столбики без накида. Ну, не буду набирать до конца, покажу принцип узора. Смотрите, как вы будете начинать его вязать. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Дальше накид. Смотрите, вот видите, это первый столбик. Так. Дальше второй столбик вы его пропускаете. И в третий столбик вы провязываете столбик с накидом. Это только начало вот так вы будете делать. Дальше я вам покажу, как. Опять 3 воздушные петельки, накид, и смотрите, вот верхняя петелька от цепочки и верхняя петелька от столбика, взяли их вместе и провязали столбик с накидом. Это только вот этот первый крестик. Воздушная петля. Дальше сделали 2 накида, пропускаем снизу вот столбик с накидом, следующий столбик, вводим крючок. Вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, накид. Следующий, получается, столбик пропускаем и через один провязываем, вводим ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. Теперь видите, у вас 4 петельки на крючке, и вы провязываете до конца 2, 2, 2, воздушная петля и верхушка вот этих вот 2 столбиков. Вводите крючок в верхушку и провязываете обычный столбик с накидом. Раз, раз. И воздушная петля. Вот наш получается раппорт полноценный. Ножка пропустили, ножка пропустили. Понятно? Давайте еще раз. Здесь, получается, мы сделали воздушную петельку. 2 накида. Столбик снизу пропускаем. Следующий столбик вяжем такой вот полустолбик. То есть 2 петельки провязали и остановились. Опять накид, 1 петельку пропускаем, следующий столбик провязываем 2 петельки, так вот, хоп. И когда 4 петельки на крючке, провязываем до конца по 2 петельки, 2, 2, 2, воздушная петля, накид, и в верхушку вот этих вот столбиков вводим крючок и провязываем обычный столбик с накидом. И не забудьте опять воздушная петля. Воздушная петля между крестиками, воздушная петля между вот этими ножками. Угу. Все, вот так вот вы свяжете несколько таких вот крестиков. И потом вам необходимо будет подняться на 2-й, на 3-й ряд.
Давайте я сейчас провяжу до конца ряда, и вы тоже до конца ряда провязывайте. Потом покажу, как мы будем соединять. Угу. Потому что будем вязать по кругу. Вы, в свою очередь, провяжете точно так же, чтобы был именно ваш образец, чтобы вы могли посчитать, сколько у вас занимает сантиметров ваши 4 петельки. Угу. Давайте я свяжу до конца ряда и вас встречу. Так, смотрите, вот я связала, да, такую небольшую полосочку. Хочу показать, если вы будете вязать не по кругу, да, например, с застежкой сзади. То есть вот мы в последний столбик делаем столбик с 2 накидами, просто обычный. И нам сейчас здесь необходимо будет сохранить рисунок. Смотрите, 1, 2, 3, поворот, накид. Вот следующую ножку, вот в эту верхнюю, вводим крючок. Здесь будем провязывать столбик с накидом. Так. 1, 2, 3 воздушные петельки. И вот в эти вот 2 петельки от воздушной и от столбика вот провязываем столбик с накидом. 1 воздушная петля. Наша задача просто, чтобы у нас крестики были в шахматном порядке. Понятно? Чтобы они не друг над дружкой стояли, а смещались. Вот сейчас мы как раз его и сместим. Видите? Вот так вот. 1. И следующую ножку. Смотрите. Ввели. 1. Вот. 1, 1, 1. Провязали. То есть все то же самое, только будет немножко смещено. Понятно? Опять воздушная петелька, не забыли. 2 накида. Вот. Следующая ножка. Видите, наши крестики. Я как бы сейчас вяжу поворотными рядами. Так. Вот. Следующую ножку ввели. Провязали вместе до конца. И воздушная петелька. И то же самое. То есть все то же самое. И вот видите, за счет того, что мы здесь, получается, с краешку провязали обычный столбик, мы взяли этот столбик за основание одной ножки, а получается, одну следующую от следующего крестика взяли столбик за основание другой ножки. Понятно? То есть, когда вы будете возвращаться обратно, у вас будут крестики уже стоять вот здесь вот. Вот здесь вот, вот здесь вот. Понятно? То есть, они будут у вас перемещаться в шахматном порядке. Угу. Давайте провяжем еще чуть-чуть. Посмотрим, что получается. Вы обязательно провяжите свой образец и провяжите его именно поворотными рядами. Почему? Потому что вам же необходимо будет замерить, так, чтобы образец тоже сильно большой не делать. А потом непосредственно в изделии мы будем вязать по кругу. И я вам там обязательно покажу, как мы это будем делать. Не фокусируется. Угу. Вот. Видите, в шахматном порядке встают наши крестики. И со стороны, когда вы провяжете несколько таких вот крестиков, вы увидите, похоже действительно на звезду Давида. Как вот называется сам этот образец. Угу. Давайте еще раз до конца ряда и опять вернемся, посмотрим, что получается. Так, смотрите, вот я провязала. Так, теперь я должна перейти на следующий ряд. Смотрим по узорчику, у нас здесь получается, сделаем столбик с 2 накидами. Таким вот образом выровняем, да, наш как бы краешек. Дальше опять 3 воздушные петельки, поворот. И теперь у нас опять смещаются наши звездочки. Они будут стоять ровно так, как они стояли в первом ряду. То есть вот в ножку опять входим, провязываем столбик с накидом, 3 воздушные петельки. Он такой немножечко, первый крестик несуразный, но это не будет заметно вообще. Я вам покажу в круговом вязании, вообще не будет заметно. Все, и опять дальше провязываем, смещая наши крестики. Видите, захватываем опять соседние ножки, воздушная петля и в верхушку 2 столбиков вводим крючок, и все то же самое. Не забываем про воздушную петельку. Видите, крестики опять смещаются. Да? Давайте еще один. Раз. Раз. И провязали. Обязательно несколько рядочков, обязательно несколько сантиметров. Обязательно, во-первых, набьете руку в узорчике, не будете, скажем, теряться, забывать, где что провязать. И, во-первых, для вашего образца посмотрите, сколько у вас занимает сантиметров ряд, сколько у вас в длину и в высоту. Да? То есть, когда вы вот так вот все свяжете, возьмете сантиметр,
Так, то есть по одному ряду, конечно, не считается, да? То есть надо несколько рядочков связать. Возьмете сантиметр, и вот так вот я, по крайней мере, вот так вот мерила. То есть от одной ножки первого крестика, получается, до другой ножки второго крестика замеряла. Все, но нужно связать несколько сантиметров. Угу. Все. Понятно? Несложно. Вообще не сложно. Одно и то же повторяется, повторяется, повторяется. Кто увидел звезду Давида? Увидели? Вот она. Верхушечка. Чик-ч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 ик. Да? Давайте. Вяжите образец. Так, еще хотела уточнить. Мы с вами будем вязать по кругу. Но те, кто захочет сделать пуговку, вязать не по кругу, поняли, как мы краешек вяжем, да? То есть крестик, а тут будет столбик подъема. Дальше будет крестик, столбик подъема. Крестик, столбик подъема. Поняли, да? Вот так вот потом соедините. И у вас здесь будет пуговка. Поняли? Чтобы я потом не повторялась, раз вот здесь вам уже показала, это для тех, кто вяжет не по кругу. То есть будет поворотными рядами. Так? Для пуговки, чтобы голова вошла. Ну что, девчат, приступаем к самому интересному. К просчетам. Итак, самое первое в просчетах. Вы должны набрать свой образец. Именно. Это должна быть ваша пряжа. Это должен быть ваш крючок. Это должна быть ваша рука. Так? И только когда все эти три фактора вы вместе совместите, вы свяжете, вот сейчас схемку нарисую, нашего узорчика. Так? 4, получается, петли в раппорте. И когда вы свяжете, замеряете и узнаете, сколько в вашем раппорте в 4 петлях сантиметров, только тогда вы можете приступать к остальным расчетам. Итак, раппорт у нас 4 петли. Я считаю по своим, да, меркам. Вы будете переносить по своим. Итак, у меня 4 петли, когда я связала 1,5 сантиметра. Здесь вы подставляете свою цифру. У вас это может быть 1,6, 1,7, 2,0, 2,1 и так далее. Вы здесь подставляете свою цифру. Дальше. Сколько необходимо набрать петель на вашу горловину? В моем случае горловинку сделали заказ. Это будет 70 сантиметров. Ну, что-то около 70. Меня не ограничили. Мне сказали плюс-минус, неважно. Сам факт, что это была широкая горловинка, чтобы она спадала с плечика. Ну, или просто держалась прямо на краешке плечиков. Я такая, окей, хорошо. Я буду высчитывать из такого момента, что у меня, допустим, здесь 70 сантиметров. Сколько же мне необходимо набрать петелек? И здесь комментарии отключаются, потому что я считаю так, как меня учил мой педагог. Я 4 умножаю на 70, делю на 1,5. Угу. И нахожу вот это вот неизвестное. В моем случае, получается, я должна буду набрать 186, там, запятая, сколько-то там петелечек. Но я после запятой не беру, я гипотетически округляю до 186. Вот. Но я не бегу счастливая набирать 186 петель. Ура, я молодец. Стоп. Здесь мы должны придерживаться двух правил. Первое правило. Раздели на 3. Правило кокетки. Второе правило. Раздели на 4. 3. Понятно. Правило кокетки. 4. Это количество петель в раппорте. Я хочу, чтобы у меня были полноценные раппорты. Все по 4 петельки. Я не хочу, чтобы была половинка, четвертинка, там, восьмушечка и так далее. Чтобы потом с ними делать не знаю. Чтобы эти были полноценные петельки, чтобы у меня мороки с ними не было. Поэтому я перепроверяю свою цифру. Достойна ли она соответствовать этим двум правилам. Итак, правило 3. Знаете, не знаете, напишу, нарисую. Как бы я не технолог, но как бы какие правила знаю. Правило 3. Первая часть. Перед. Вторая часть. Спинка. Третья часть это рукава. Правый рукав, например, да, вот на человека смотрим сверху. Левый рукав. Пока понятно, так? И получается, все наши 186 петель, вот здесь, да, должны делиться на 3. Но тут небольшой нюансик. Дело в том, что мы с вами будем вязать не просто вот таким столбом, да, цилиндром нашу кокетку. Она же у нас будет расходиться, правильно? Она у нас будет так вот расходиться. И вот для того, чтобы она красиво у нас расходилась, нам здесь необходимо будет делать прибавки по углам. Ну, я вот так вот их схематично галочками такими нарисую. Вот эта наша линия реглана будет прибавляться. И здесь я уже посчитала, я уже посмотрела, это будет 6 петель. 6, 6, 6, 6. Просто запомните этот факт. Смотрите, нарисую вам один из углов реглана, да? Получается,
Здесь у нас узорчик будет состоять раппорт. Вот здесь вот не из 4 петелек, а из 3. Так? Вот петелька. И в эту же петельку в угловую будет входить ножка от другого крестика. Раз, два, три. Вот он наш узорчик, видите? Просто я его перенесла на угол. Я вам покажу, как его связать. Не переживайте. В итоге у нас получается, смотрите, сколько петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6. Видите? То есть у нас на регланах будет по 6 петель. Смотрите внимательно. Вне зависимости, на какой вы размер вяжете. На 5 лет на девочку, на подростка 15 лет, там, да, девушку, либо на женщину, например, там 45-50 лет. Неважно. Здесь всегда будет 6. Вот. Понятно? Это получается что? Третье правило, да? 4 угла. Умножаем на 6 петель. 24 петли. Понятно? То есть 186 петель из всех, да? Мы же должны будем как-то распределить их. Но мы должны будем от 186 отнять 24. И у нас получится 162 петли. То есть мы распределяем не 186, а 162. Понятно? Надеюсь, понятно. Эту цифру запомните в любом случае, на любой возраст. Вот прям жирно, 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 жирно. Запомните, да? То есть вот здесь вы подставляете свою цифру. Вот это вы запоминаете. Вот это вы решаете. Так? Идем дальше. Смотрите. 162 петли. Они у нас должны разделиться на 3. Делим. 162 разделить на 3. Получается, здесь берем по петелику, а здесь берем по четверику. Так, что получается? 54 петли на первую часть. Ну, давайте. Мы пока просто просчитываем. Допустим, здесь будет 54. Значит, и на спинке будет 54. Хорошо. И значит, на рукавах будет 54. То есть 54 делим на 2. Получается по 27. Да, петелек. 27 и 27. Нас все устраивает? Так нет, не устраивает. По правилу 4. Так, 27 на 4 не делится. 54 на 4 не делится. Так, что нам необходимо сделать? Давайте мы с вами здесь возьмем на одну петельку больше. 28. На 4 делится? Делится. Получается 7 раппортов у нас здесь будет. Так? Получается и здесь 28. Верно? На 4 делится? Делится. 28 умножим на 2 будет 56. Перед и спинка 56. Понятно? 56, 56. Ну-ка давайте заново. Нарисовали нашу горловину, да, будущую кокетку. 56 петель здесь, 56 петель здесь, 28 рукав, 28 рукав. Так? И получается полноценные раппорты, как Оля и хотела. Не хотела четвертушки, восьмушки и так далее. Получается 28 разделили на 4, здесь будет 7 раппортов. Ура! 56 разделили на 4, получается 14 раппортов. Естественно, здесь тоже 14 раппортов. И, естественно, здесь тоже на 4. Получается 7 раппортов. Устраивает? Огонь, устраивает. Итак, 56. 56. И здесь в совокупности 56. Значит, 56 умножаем на 3. И это получается у нас 168 петель. Так? Но это ж не все. Мы ж не забываем вот про эти вот петелечки. Верно? Тут получается у нас 6 у 4, 24. Плюс 24 петли. Итого 192 петли. Как вам расчеты? Запутала я вас? Так, внимательно. Смотрите, повторяем еще раз. В первую очередь связали образец, посмотрели, сколько у вас сантиметров идет на один раппорт. Так? Подставили в пропорцию, сколько вам здесь необходимо горловинки сантиметров. Нашли, сколько у вас получается петелек. От этого количества петелек отняли 24. Так, следующий этап. Количество петелек разделили на 3. Так, и полученное количество петелек должно делиться на 4. Угу. Итак, давайте я выведу для вас, так скажем, алгоритм. Первое. Образец. Второе. Сколько петелек нашли. Так. Дальше. Третье. Минус 24.
Четвертое. Разделили на 3. Пятое. Разделили на 4. И когда вас все устраивает, да, вы получили количество петелек. Вот. Вы его потом прибавили 24. Не забыли. Понятно? Вот ваше итоговое количество петелек, сколько у вас здесь получается. Вот такое вот количество петелек. Сколько у вас получается. Понятно? Давайте перепроверим. Например, если я наберу 192 петельки, сколько у меня здесь все-таки будет сантиметров? Опять наша любимая математика. Итак, 192 петли, сколько сантиметров? Если 4 петли, это получается 1,5 сантиметра. Я 192 умножила на 1,5, разделила на 4. Здесь опять комментарии не принимаются, потому что каждый решает, как его учили. И у меня здесь получается 72 сантиметра. Все, класс, я уложилась. То есть я не набрала много петелек. Учтите, когда вы свяжете горловинку, обязательно будет обвязочка, верно? То есть обвязочка будет внутри горловинки, и это будет тоже занимать парочку сантиметров, верно? Все, и у меня в итоге получится 70 сантиметров. Юху, класс. Итак, девчата, образцы связали, количество петелек посчитали, не забыли 24 минус, не забыли разделить на 3, на 4. Потом все это опять заново прибавить 24. Количество петелек сколько получилось у вас? Итак, я со своими 192 петельками. Крючок, ниточки. И приступаем. То есть, как набирать воздушные петельки, я надеюсь, вы все уже знаете. Верно? Аккуратненько, монотонненько. Нет, переправьте, нет, перевяжите. Чтобы потом у вас не было головника, как, что сделать, переделать, доделать. Итак, зафиксировали. Протянули ниточку, крючочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И тут будет монтаж. И сразу же 192. Здорово, да? Все, давайте набираем петельки. Так, смотрите. Вот мы провязали цепочку. Так. В моем случае я провязываю 192. Вы в своем случае провязываете сколько вам необходимо. И здесь я вам посоветую. Нам необходимо, по идее, сомкнуть в кольцо. Так. Но я, чтобы не пропустить, чтобы не перевернуть цепочку, для своего личного удобства сделаю себе столбики без накида первым рядом. И только потом соединю. Мне так будет удобнее. Одна воздушная петелька. И во вторую петельку от крючка ввожу крючок. И провязываю так 2 петельки вместе. Столбик без накида. И вот так я шагаю по всему ряду. У меня точно цепочка не перевернется. И зато у меня будет все классно, все здорово и все ровно. Смотрите, еще какой способ очень классный есть на делать столбик без накида. Вводите крючок и не вот так вот берете, да, ниточку, а возьмите ниточку вот так. Вот. Подумайте, ну ерунда, какая разница, да? Нет, столбики получаются красивее. Итак, еще раз ввели и вот так вот снизу захватили крючком. Попробуйте. Раз и все. И дальше. Пусть это будет непривычнее, пусть это будет помедленнее, но зато это будет красиво. Именно вот так вот снизу. Оп. Может быть, вы так, конечно, и делаете, да? У вас изначально всегда красиво. Но я вот для себя так открыла. Все, смотрите. Вот, были первые столбики мои, да? А вот, смотрите, какие аккуратненькие следующие столбики, которые берутся немножко по-другому. Супер. Все, провязываем до конца ряд и встречаемся. Договорились? Давайте. Так, девчат, смотрите. Провязали красивыми столбиками. Видите? Классные столбики. Вот такая вот большая-большая змейка. Ну, сколько какая, да? Дальше наша задача с вами соединить наше вот окончание нашего вязания с началом. Угу. И дальше мы будем вязать по кругу. Но здесь мы должны соединить очень аккуратно. То есть вы выпрямляете полностью всю вот эту свою дорожку. Подробно так объясняю, потому что много новичков смотрит. Так, выпрямляете, выпрямляете, чтобы она не закрутилась. Потом, если она у вас закрутится, жалко будет опять все распускать, начинать. Так, вот мы полностью выпрямили. Вот наш первый, видите, петелька, первый столбик. В него вводим крючок. И сейчас, секундочку, покажу, как мы его соединяем. Захватываем ниточку и соединяем. Все.
Дальше в процессе, когда у нас будет обвязка, мы эту ниточку, да, кончик тоже сюда вставим, и у нас будет все ровненько, и будет обвязочка супер. Что делаем дальше? Дальше мы приступаем непосредственно к самому узору. Смотрим. Набираем 2 воздушные петельки. Раз, два. Так вы будете начинать каждый ряд. Накид. Пропускаем одну петельку цепочки вот нашей вот этой. И в следующую вставляем крючок и провязываем полностью столбик с накидом. Вот так. Есть. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. И вот смотрите, видите, у 2 столбиков получается первого и второго. Вот эти 2 верхние петельки. Мы их хватаем вместе, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Это у нас будет только такой первоначальный крестик, так, но будет в каждом ряду. Дальше воздушная петля по узору, 2 накида, одну петельку пропускаем, в следующую вводим крючок, провязываем 2 петельки, накид, цепочки пропускаем петельку, в следующую вводим крючок и провязываем 2 петельки вместе. Стоп, 4 петли на крючке. Теперь их провязываем все до конца по 2 петельки. 2, 2, 2, воздушная петля и вот таким вот образом довязали. Все. Теперь уже начинается наш полноценный узор, и так мы будем с вами его вязать. Но не забывайте, что сейчас здесь вы уже должны будете делать линию своего реглана. Так? Сейчас я покажу. Провяжу свою пол спинки. Вы точно так же делаете пол спинки, чтобы у вас на спинке, так скажем, узорчик начинался и заканчивался, рядочки. Итак, еще раз. 2 накида. Одну петельку пропускаю, в следующую ввожу крючок. Так. Раз, два, во второй ввожу крючок и провязываю все до конца по 2 петельки. Воздушная петля и верхушку 2 столбиков. Вот. Понятно? Понятно. У меня по спинке должно быть 14 таких вот раппортов, поэтому я сейчас сделаю 7. Вот 3 я сделала, сделаю еще 4 и покажу вам, как начинать делать линию реглана. Давайте. Так, смотрите, вот моя половинка спинки. Так, у меня здесь 14 раппортов. Я сделала первые 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Значит, мы доходим до плечика. А раз это плечико, значит, мы должны сделать линию реглана. Так, вот наш раппорт, крестик и воздушная петелька. Дальше. Смотрите, вяжем. Пропускаем одну воздушную петельку, ну, петельку цепочки. И в следующую точно так же провязываем наш крестик. Пропустили, следующую провязали полустолбик, 2, 2, 2 до конца, воздушная петля, верхушку 2 столбиков ввели крючок, провязали столбик, все, огонь. 3 воздушные петли, внимательно, раз, два, 3, 2 накида, и в эту же ножку, видите, вот эту ножку, в нее же входим и точно так же провязываем такой же крестик. Воздушную пропускаем, следующую. И провязываем наш полноценный крестик. Так. Но уже и воздушная петелька. Вот. Вот так у нас начнет формироваться вот такой вот уголок, поворот. Понятно? Вот, смотрите. Теперь у меня здесь на рукавчике должно быть еще 7 вот таких вот крестиков, 7 моих раппортов. Провязываю 7 раппортов, встречаю вас в уголочке и показываю еще раз, как мы делаем здесь линию реглана, поворотик. Угу. Давайте. Так, девчат, смотрите, вот такую меточку себе поставила, да? Маркеры у меня постоянно ломаются. Вот, это наш угол. Дальше 7 раппортов. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Это мое. Вязание у меня 7 раппортов, да, должно быть. И дальше опять начинается поворот. Вот первый элемент сделали. Теперь 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. 2 накида. И в эту же ножку, ничего не пропускаем, в эту же ножку вводим крючок, провязываем 2 петельки, накид, пропустили одну петельку, следующую провязали полустолбик. А теперь по 2 петельки до конца, 2, 2, 2, воздушная петля, накид
И верхушку вот этих столбиков провязываем столбик с накидом. Все. Второй поворот. Понятно? Теперь я провязываю 14 раппортов. 14, потому что это у меня будет перед. Красиво, аккуратно. Здесь, естественно, опять вот такой же ниточкой сделаю себе маркер. У кого маркеров нет, вы же сильно не переживайте. Вот. У вас есть ниточки другого цвета для контраста. Я понимаю, что с маркерами намного удобнее, но мы с вами вот так вот отметим, и ничего страшного. Угу. Огонь. Итак, повернулись. 14 я вяжу раппортов. И здесь я опять вам покажу еще раз, как сделать линию реглана. Понятно? Давайте. Будет красиво. Так, девчат, смотрите. Вот наш поворот, да, 2 элемента. Мы их не считаем. Начинаем дальше считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Все, вот этот элемент я уже начала. Это уже поворот. Опять линия реглана. Так, один крестик сделали. Теперь делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Показываю несколько раз, чтобы вот уже точно вот в голове уложилось. Сюда же, в эту же ножку, вводим крючок, провязываем 2 петельки, накид, 1 столбик, петельку пропускаем, в следующую вводим крючок, провязали полустолбик, теперь 2, 2, 2, воздушная петля, так, и вот верхушку 2 столбиков вводим крючок и провязываем столбик. Все, видите? Очередной поворот сделали. Воздушная петелька. Опять я прицепляю нашу ниточку. У вас, если маркер, прицепляйте маркер, чтобы потом в процесс затягивает, чтобы вы просто не пробежали мимо реглана. Угу. Все. Дальше по моим просчетам, я должна сделать рукавчик и должна сделать 7 раппортов. Все, давайте через 7 раппортов опять встречаемся на линии реглана. Давайте. Так, девчат, смотрите, вот у нас линия реглана, да, 2 элемента. Дальше идем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В моем случае, в вашем может быть любая другая цифра. И вот начинается поворот. Первый элемент есть. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. 2 накида в ножку. Заходим, провязываем, пропускаем 1 петельку. Следующую провязываем. 2, 2, 2, воздушная петелька и верхушку 2 столбиков зашли. Сейчас зайдем красиво, провязали. Все, воздушная петля. Вот еще у нас одна линия реглана. Ее тоже помечаем, так, и у нас с вами получается остается, вот в моем случае на спинке еще 7 элементов, и все, и ряд мой закончится. Угу. Давайте я сейчас вот последний остался. Сделаю 7 раппортов. И здесь покажу, как мы с вами будем встречаться. Так, девчат, смотрите. Хочу поместить всю кокетку на экран. Так, перед, рукавчики, спинка. Вот. Довязала я свои 7 элементов. И теперь нам необходимо соединить ряд с рядом. Так, смотрите. Вот элемент закончился. Так, воздушная петелька. Дальше мы присоединяемся к 3 вот этим вот петелькам, которые у нас были подъема, и делаем соединительную петлю. Есть. Теперь смотрите, нам с вами необходимо будет дальше продолжить вязание не в крестиках, а между крестиками. Что мы для этого делаем? Смотрите, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Перевернули вязание. Видите? Перевернули. Сделали накид. И вот в эту ножку, видите, в ножку, вводим крючок. Так мы будем начинать наш ряд. Провязали полностью столбиком с накида. Перевернули обратно. Угу. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. И внимательно вот здесь вот верхушка столбика правого, да? Вот. И одна из петелек воздушной петельки слева. Захватили, протянули ниточку, провязали столбик с накида. Вот. Для того, чтобы у нас, получается, крестик был между крестиками. А дальше мы вяжем с вами полноценный вот наш крестик. Получается, первую ножку мы ставим вот
в этот столбик, видите? Есть. Провязали. Накид. Теперь пропускаем, да, получается, здесь воздушную петельку и в следующую ножку. То есть удобно. От ножки к ножке вы будете сейчас ходить. 2, 2, 2, воздушная петля. И точно так же присоединились. Угу. Давайте еще раз. Воздушная петля, 2 накида. Вот идем к этой к левой ножке, да? Есть. Дальше. Накид. Пошли к правой ножке следующего крестика. Провязали. 2, 2, 2. Воздушная петля. И опять наш крестик очередной готов. Угу. Вот. Давайте провяжем до нашей линии реглана. А здесь я вам встречу, покажу, как делать поворот. Давайте. Итак, девчат, смотрите. Вот мы, получается, провязали, да, дошли опять до линии реглана. Здесь я ниточку свою, маркер, убираю. И смотрите. Мы здесь будем делать опять прибавочку. Как мы делаем? Точно так же. 2 накида. В ножку ввели крючок. Так. Провязали 2 петельки. То есть все мы начинаем точно так же, как и делали. Дальше накид. И теперь, видите, у нас здесь было 3 петельки. 1, 2, 3. Так вот, во вторую вводим крючок. Так, вытягиваем ниточку. И точно так же провязываем наш крестик. 2, 2, 2. 1 воздушная петля, накид и в 2 верхушки столбиков ввели крючок и провязали столбик с накидом. 1, 2. Понятно, да? Опять делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. 2 накида. И теперь мы, смотрите, вот во вторую петельку, получается, из 3, да, и там, где ножку прицепили, вот сюда тоже вводим крючок. И точно так же провязываем наш крестик. Следующая ножка будет стоять вот в ножке следующего крестика. Понятно? Сейчас провяжу. Провязываем как обычный крестик, как мы уже знаем. Воздушная петелька. Верхушку ввели крючок. Все. Воздушная петля. Видите? Получается, у нас здесь 2 крестика вышли. И здесь 2 крестика. И дальше вы продолжаете вязать точно так же. То есть одна ножка получается в левой ножке, другая ножка в правой ножке следующего крестика. Все. Вот она наша звездочка. Воздушная петелька, не забывайте. И следующая ножка, воздушная петелька. Класс. Видите как? И так вы будете делать в каждом ряду. В каждом ряду, да? То есть вот так вот на линии реглана будете увеличивать, 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 увеличивать. То есть сейчас вы уже опытные. Дойдете, рукавчик провяжете, дойдете до линии реглана между рукавчиком и передом, провяжете точно так же. Потом самостоятельно провяжете второй ряд. Опять дошли до реглана, точно так же увеличили. Угу. Если что, перематывайте назад. Дошли до, получается, плечик и спинка. Вот, понятно? Все. И вас здесь непосредственно я вас встречу. Угу. Договорились? Давайте. Понятно, да? Видите? Вот крестики раз, разошлись. Давайте. Так, смотрите, вот такая получается красота. Мы провязали уже 2 ряда. Это у нас перед. Вот рукавчики наши. Вот наша спинка. Угу. Соединяем наши крестики обычным способом, то есть соединительной петелькой, ничего замудренного. Ввели крючок, воздушные петельки и сразу же соединили с петелькой. Дальше. Следующий, получается, крестик у нас будет стоять на месте первого крестика. Вот здесь вот. Понятно? То есть вот здесь, здесь. Поэтому мы, чтобы не шагать соединительными петельками вперед, вернемся немножко назад, так скажем, сделаем по-хитрому. 1, 2, повернули наше вязание. Вот в эту ножку накид, ввели крючок и провязали столбик с накидом. Опять вернулись на исходную позицию. Так. Сделали 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид и в верхушку первого правого, получается, столбика ввели крючок. И в воздушную петельку слева. Вытянули ниточку и провязали столбик с накидом. Все. Вот опять повторили наш крестик. Угу. Вот когда вы посмотрите просто на полотно вязания, видите, оно непонятно, где у вас начало, где у вас конец. Настолько будет аккуратненько. Но вот это вот первый крестик, второй, третий.
Дальше будет 4, 5, что немножко, ну, как бы в кос идти. Но этого будет незаметно. Видите? Итак, продолжаем вязать дальше. Точно так же провязывайте. Ничего, никаких особенностей нет. То есть непосредственно спинка, перед и рукавчики вы провязываете точно такими же крестиками, звездочками. Так, линия реглана в каждом ряду, в каждом вы будете делать прибавку. Угу. То есть опять здесь возьметесь за эту ножку, за центральную петельку, провяжете крестик, 3 воздушные петли, опять за центральную петельку воздушную и за крайнюю ножку. И у вас опять будет уже 2 крестика. Итак, давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Посмотрим. Вот, видите? Вот получается наши плечики, вот наша спинка. Я сейчас провяжу, ну, допустим, сантиметров 15. Вы вяжете необходимую свою, получается, свое расстояние до линии, да, проймы будет. Давайте сориентируемся. Например, вот у меня высота одного ряда, ну, где-то 1,5 сантиметра, да. Допустим, я провяжу еще 13 рядов, чтобы у меня было 15 рядов. Сделаю замеры. Если у вас есть возможность, вы примеряете на себе, на, так скажем, на том человеке, на которого вы вяжете. Нет, мы будем пользоваться табличками. Хорошо? Давайте сейчас, пока мы вяжем, увеличиваем нашу кокетку. И встречаемся, когда вы решите, когда у вас заканчивается кокетка. Я решу, когда у меня заканчивается. Договорились? Давайте, ровных петелек. Так, девчат, смотрите. Вот я связала, получается, свою кокеточку. И остановилась я на 14 рядах. Так, хочу, чтобы все в экран вошло, но оно не влазит все в экран. Смотрите, я замерю специально для вас, получается, по переду, сколько это в сантиметрах. Я сделала 14 рядов. Смотрите, по переду, видите, это 19 сантиметров. По самой непосредственно линии реглана, если вот так вот мы проведем по нашим прибавлениям, вот так вот, это получается, ну, практически, ну, 22,5. Так, я решила, что на этом стоп. И теперь мне необходимо будет провязать росток. Что такое росток? В любом изделии мы знаем, да, что перед находится немножко ниже, чем спинка. Верно? Вот у меня, например, конусообразная вот такая вот, да, горловинка. И вроде как бы зачем мне вот этот вот росток, не росток и тому подобное. Надо. Дело в том, что получается, если я не буду делать росток, то есть сзади чуть-чуть подлиннее сделаю укороченными рядами, провяжу несколько рядов. Сейчас объясню, сколько как. Получается, оно будет у меня сзади тянуть, а спереди будет как бы душить. И в любом случае, в любом изделии, многие это не уточняют, но это необходимо делать, потому что так будет изделие лучше сидеть, и оно не будет у вас, так скажем, ну, дискомфортно. Видите, я сейчас должна буду довязать вот эту вот разницу. Много литературы пишут, как это рассчитывать, как высчитывать данную разницу. Если вы, например, замерите спину, длину спины, получается, от основания шеи, да, то одна цифра у вас получится, а затем вы измерите от 7-го шейного позвонка, у вас получится другая цифра. И вот эта разница и есть росток. Еще смотрите, получается приблизительно, да, вот у детей якобы, что, так, напишем так вот, дети, так, у них это приблизительно, ну, может быть, от 0 до 1,5 сантиметров, то есть разница. То есть спинку вы должны будете вязать на 1,5 сантиметра больше, чем перед. Подростки, так вот запишем, подростки, это около 3 сантиметров, то есть вы смотрите непосредственно на изделие, то есть там может быть у вас 2,8, там 3 и так далее. Размеры от 42 по 50, так, это 5 сантиметров. Ну, тоже приблизительно там плюс-минус. Вот. И все, что выше 50 размера, это 7 сантиметров. Если вы, конечно, вяжете, ну, на дальнейшем, да, может быть, там человек там с утулостью и так далее, естественно, вы не пренебрегаете данной цифрой. Естественно, вы будете здесь какое-то количество сантиметров прибавлять. Как можно понять, да, без примерки, без, так скажем, если или наоборот, человек рядом с вами, то есть есть несколько формул, я вот по ним как бы высчитывала тоже, но они почему-то разные цифры получаются. В общем, высота ростка
То есть сколько я должна делать сантиметров? Обхват шеи, да, я должна разделить на 6 и минус 1. Например, у меня обхват шеи у, так скажем, клиента моего 32 сантиметра. То есть если разделяю на 6, ну тут плюс-минус получается что-то около 5,3 и так далее, и так далее. Так вот, 5,3 минус 1 получается 4,3. Но я, в принципе, так и хотела. То есть у меня как бы подросток, да, с размером 42. И получается 3-5. Я вот решила, что буду делать 4 сантиметра. Угу. Вот, например, если вы сделаете, просто мне такая формула понравилась больше. Если вы сделаете точно так же, да, то я вот, например, 4 сантиметра должна набрать. И я должна замерить, сколько же у меня один ряд. Вот, смотрите, один ряд мой, вот такой вот его высота, получается 1,5 сантиметра. Видите? То есть, если я сделаю 3 ряда, у меня это будет, ну, вот так вот, если посмотреть, 4 сантиметра, да? Вот. Меня это устраивает? Устраивает. Значит, я по спинке буду вязать только 3 ряда. Итак, смотрите, вот я взяла спинку. Видите, на спинке у меня вот эта ниточка. Так. И теперь, получается, свою основную вот эту вот ниточку я зафиксирую и отрежу. Все, потому что я уже померила, меня все устроило. Вот так вот я сделаю воздушную петельку, подтяну и отрезаю. И вот теперь смотрите. Ну, я ее спрячу, конечно, красиво. Теперь смотрите. Получается, вот у меня начинается, видите, линия реглана. И я должна сохранить рисунок. Правильно? Правильно. Получается, я начну с 3-й петельки, которая у нас здесь есть воздушная. Так. И в нее, получается, я введу, да, тут мою ниточку. Раз. И помните, как мы начинали спинку, да? Точно так же делаю и здесь. То есть я 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Накид в ножку вхожу. Делаю столбик по полностью. Дальше 3 воздушные петельки. И в основание 2 столбиков, верхушки вернее, делаю столбик с накидом. 1 воздушная петля. И продолжаю дальше. Видите, вот у меня ножка. Вот у меня следующая ножка. Вот так мы провязываем. То есть все как обычно. Так, давайте дойдем до конца ряда. А в конце ряда я вам покажу, как мы заканчиваем его и как мы будем переключаться на следующий ряд. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот я, получается, провязала свой первый ряд своего ростка. Вот мое начало. Вязала, 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 вязала и дошла вот до нашего, получается, линии реглана. Вот видите, беленькая ниточка моя. Что делаем дальше? Здесь, получается, делаем 4 петли подъема, потому что мы должны сохранить свой рисунок. Раз, два, 3, 4. На спинке не будет видно вот этого столбика. Так, тем более там будет обвязочка. Переворачиваем наше вязание. Поняли? Теперь мы идем в обратном направлении. Вот оно, наше вязание. Переворачиваем его. Сейчас я поудобнее возьмусь. 2 накида. Видите? И вот наша, получается, ножка. Видите? Сейчас вот я открою ее. Опля. Вот мы хватаемся вот за эту ножку и за следующую ножку. И все. И незаметно. И рисунок сохранили. И классно. Вот таким вот образом. Сейчас провяжу пару таких вот крестиков. Так. То же самое. 1 воздушная петелька. Хорошо то, что в этом узоре, что вы, получается, ну, узор универсальный. Что с изнанки, что с лицевой стороны он не сильно отличается. Вы, конечно, глаз наметанный, вы увидите, где лицевая, где изнаночная. Так. Давайте еще один и покажу вам, что получается. Раз, два. Воздушная петелька и верхушку столбиков. Красота. Посмотрите. Вот видите? Вот один ряд прибавочка пошла.
Вот он ваш аккуратненький второй пошел. Так, давайте дойдем опять до конца ряда. Так, и здесь я вас встречаю. И еще раз покажу, как будем подниматься. Угу, чтобы вы не растерялись, не потерялись. Все, давайте. Встретимся в конце ряда. Так, смотрите, вот довязали, получается, до конца ряда. Да, второй, получается, ряд вот этого росточка. Одна воздушная петелька. И вот, помните, ножка вот такая вот осталась еще у меня. Вот в нее я делаю 2 накида. Вхожу в эту ножку и провязываю обычный столбик с 2 накидами. У меня получается, что я закончила точно так же, как и начала. Видно, да? Здесь тоже у нас были 4, получается, воздушные петельки подъем. Что делаем дальше? Смотрите, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И поворачиваю вязание. То есть я должна еще ряд провязать, в моем случае. В следующую, видите, ножку ввожу крючок, провязываю столбик с накидом. А теперь здесь вторую часть. 1, 2, 3. И в верхушку вот так вот ввожу. И все. И продолжаю 3-й ряд. Воздушная петля. И опять все то же самое. Видите? То есть ничего сложного. Мы немножечко краешек подровняли. И в моем случае я делаю 3 ряда. В вашем случае вы делаете сколько вам необходимо рядов. Так. Давайте довяжем до конца ростка. И встречаемся. Угу. Давайте. Хочу показать один очень важный момент. У меня уже моточек ниточка закончился. Так, когда я довязывала росток, получается, смотрите, и нужно присоединить новую ниточку. Чтобы мы не ввязывали, не делали более широкое такое плотное толстое вязание, мы можем просто-напросто взять ниточки и связать. Смотрите, какой нюанс. Вот так вот один узелочек сделали, обычный, как мы все время с вами вяжем, да? А второй, смотрите, взяли вот так вот, один раз провернули и не затягиваем, потому что вот этот кончик мы проводим вот точно так же второй раз. Поняли? И только потом затягиваем. Ну, просто для тех, кто не знал. Данный непосредственно узелочек, он очень крепкий, очень крепкий. Несколько раз проверяла, держит классно. И теперь мы можем, самое что интересно, мы можем его срезать под самый-самый-самый корень. Поняли? То есть у нас будет такой малюсенький узелочек без ниточек. Вообще шикарно. Обязательно проверьте, обязательно порепетируйте. Так, ну вот на таких ниточках. На шерстяных немножечко по-другому. Так, вот, видите? И в вязании, когда мы его вяжем, можем еще такого подшлифовать, подровнять эти волоски. Мы просто с вами вяжем аккуратненько. Мы же умеем прятать, да, узелочек. Все, и его видно не будет. Понятно? Так, девчат, смотрите. Вот я довязала свой росточек. Так, это у меня спинка. Видите? Я прошлась в одну сторону, влево, вернулась вправо, опять влево. То есть я вернулась на лицевую сторону. Если у вас точно так же, да, то вы сейчас можете спокойно присоединяться к передней части и опять вязать по кругу. Так? Если у вас изнанка, изначально, когда начнете вязать росток, начните так, как вам было бы удобнее, чтобы потом вы сразу же автоматически перешли на переднюю часть стенки. То есть формируем рукавчик. Видите? Рукавчик это у нас будет вот такой вот. И переходим на переднюю стенку. Вот она у нас линия реглана. Ниточку нашу, помощницу, убираем. Но нам это уже линия реглана не понадобится. Нам понадобится следующая вот эта вот ножка. Мы будем присоединяться к ней. Договорились? Итак, смотрим внимательно. Воздушную петельку сделали. 2 накида. Следующая получается ножка. Вводим крючок, провязываем 2 петельки. А следующая часть, да, нашей звездочки, смотрите, накид. И переключаемся вот сразу же после 3 петелек, которые у нас были петельки прибавки, в следующую ножку. Вот, присоединились. Все аккуратненько подтянули. Воздушная петелька. Все, нашу звездочку мы провязали. То есть часть звездочки со спинки, часть звездочки спереда. В моем случае я просто делала примерку. В данном рукавчике, да, в проймочке нет необходимости делать дополнительные петельки. Если вам необходимо будет сделать, да, то, естественно, вы же сделаете. Но, опять же, считайте внимательно, чтобы у вас тоже было все кратное 4, чтобы у вас все получилось.
Понятно? Итак, продолжаем дальше. Воздушная петля. И теперь уже по переду, по передней части, мы вяжем точно такие же звездочки. Ну, крестики, да? Формируем звездочки. Все, всю переднюю стенку мы провяжем. И вернемся, ну как вернемся, дойдем до второй подмышечки, проймочки. И там будем соединять точно так же. Там, где вас встречу. Договорились? Все, сейчас вяжем переднюю часть нашей тунички. Вот. Здесь будет, конечно, обвязочка. Здесь будет все красиво. Так что все будет шикарно. Давайте. Провяжем до следующей проймы. Я вас там встречаю. Итак, смотрите, вот полностью провязали перед. Дошли до линии реглана. Так. Вот, получается, мы здесь только что формировали вот нашу, получается, пройму. Так, соединяли спинку с передом. Довязали полностью перед. И здесь получается у нас такой небольшой нюанс. Смотрите. Вот она линия, получается, реглана. Ну, вот в моем случае, да, в моем размере. Делаем 2 накида. И перед вот этим вот расширением в 3 петельки вводим крючок в ножку. Так. Провязываем 2 петельки. А следующее продолжение нашего вот этого крестика будем делать уже со стороны спинки. И так как это у нас ряд заканчивается, то мы войдем непосредственно вот в саму ножку основания предыдущего ряда и соединимся. Так, 2 петельки провязали и заканчиваем. 2, 2, 2, воздушная петля, накид, и вот в верхушку 2 столбиков ввели крючок и провязали столбик с накидом, воздушная петля, и соединились, вот, соединились с первым верхушкой первого крестика. Все, вот мы соединили нашу, сделали еще одну пройму. Вот такая вот красота. То есть крестики сохранились. И дальше мы продолжаем с вами вязать уже по кругу до необходимой длины. Что это будет у вас до пояса, до попы, там, до колен и так далее, и так далее. Понятно? Все, дальше вы уже вяжете до необходимого вам размера. При этом, если вам необходимо будет делать расширение, то делайте его вот здесь, вот под проймой. Точно так же, как мы с вами делали расширение линии реглана. То есть вы будете добавлять в одном из крестиков, будете добавлять дополнительно 3 воздушные петельки. Если вам расширение не надо будет, то вы просто-напросто вяжете по кругу цилиндриком до нужной длины. Понятно? Давайте. Итак, вот смотрите, получается. Дальше вниз будет вязаться непосредственно в длину ваша туничка, кофточка. Так, вот передняя часть. Спинка, вот наша пройма, так, вот наш росточек, который мы приподняли немножечко. Все, и получается вот таким вот образом вяжем по кругу, по кругу, по кругу, по кругу на необходимую длину, как вам, сколько вам сантиметров нужно. Угу. Все, ничего сложного. Давайте довяжем до нужной длины, а потом встретимся во время обвязки. Итак, девчат, смотрите, я довязала до нужной длины. Так, вот у меня получается пройма. Вот, на модельке померила. То есть вы вяжете столько, сколько вам необходимо. Подлиннее, покороче, да? И тут я уже сделала обвязочку. Я вам сейчас покажу, как ее сделать. Видите, небольшая обвязочка, то есть не широкая. Буквально 1 столбик без накидов. И получается обвязка рачьим шагом. Угу. И уже, естественно, и рукавчики я сделала аккуратненько. И оставила для вас показать, как мы будем провязывать непосредственно горловинку. Итак. Для себя определитесь, лицевая, изнаночная, какая у вас будет. Вот я определилась, и я положила на лицевую сторону. Так. Начну обвязочку я со спины. У меня здесь вот ниточка есть, да, моя начало ряда. Но начну я не непосредственно с этой ниточки, а чуть рядышком, так, чтобы у нас во время провязывания мы будем ниточки прятать, чтобы у нас не образовался такой, ну, как бы бугор сильный. Итак, вот я присоединяюсь к одной из вот этих вот ножек нашего крестика, да, аккуратненько. Смотрите, у нас здесь очень красивая была обвязочка, поэтому мы здесь присоединяемся к одной петельке. Если внимательно приглядитесь, вот так вот раз, петелька, взяли ниточку, сделали, так скажем, кончик, провязали одну воздушную петельку, ну, то есть присоединяемся, да, и сюда же столбик без накида, и дальше будьте внимательны. Смотрите, мы будем провязывать 3
столбика и один получается пропускать. То есть сейчас у нас раз, аккуратненько берем 2, далее провязываем 3, четвертый получается пропускаем, понятно? Чтобы у нас просто горловинка не фалдила. Опять раз, это будет незаметно, это будет очень красиво. 2, ниточка у нас кончик, видите, мы ввязываем. 3, а четвертый пропускаем, видите? И вот так вот аккуратненько, потихонечку, да, чтобы был у нас краешек красиво, провязываем полностью всю нашу горловинку. Итак, третью провязали петельку, одну пропускаем и опять начинаем. 3 петельки вяжем, ниточку, кончик прячем. Раз, 2, 3. Вы заметили, да, как я захватываю крючком ниточку? Один пропускаем столбик, смотрите, ввела крючок и вот так вот снизу, да, не сверху вот так, а именно снизу. Так будет намного красивее столбик. Раз, 2, 3, одну пропускаем, опять раз, 2, 3 и одну пропускаем. Оно будет немножечко стягиваться, но не пугайтесь, все будет очень-очень-очень красиво. Угу. Все, давайте один рядочек сделаем и встречаемся. Договорились? Так, смотрите, вот я, получается, провязала рядочек, видите, аккуратненько уже соединила. Посмотрите внимательно, непосредственно горловинка, видите, она как уменьшилась. Она была такая немножечко, ну, фалдила, да, сделали столбики, то есть там, где у вас получается линия реглана, да, у вас получается сбиваются вот эти вот ножки, да, но вы продолжаете. 3, 1, 3, 1, 3 провязываем, 1 пропускаем, 3 провязываем, 1 пропускаем. Вот так аккуратненько получается. Теперь, смотрите, закончили ряд, да, вот я уже соединила с первым, получается, столбиком. Что делаем дальше? Одна воздушная петелька, рачишак, кто не знает, да? То есть мы что делаем? Мы возвращаемся на столбик назад, вводим крючок, затягиваем ниточку и 2 петельки провязываем вместе. Раз. Очень удобная, очень универсальная обвязка, очень красивая получается. Смотрим, опять возвращаемся на одну петельку назад. Угу. Вернулись, вытянули ниточку, 2 петельки на крючке, видите? И их вот так вот провязываем обычно. Раз, и провязали. И точно так же идем, 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 и вот так вот рачим шагом. Если вы первый ряд столбиков будете делать не убавляя, то рачий шаг имеет свойство немножечко, так скажем, расширять вязание, чтобы у вас краешек вообще не фалдил сильно. Вам необходимо будет перед рачьим шагом рядочек немножечко убавить. Угу. Опять же, смотрите, если вы захотите сделать пошире обвязочку, несколько рядочков, то вы делаете пошире обвязочку. То есть это вас никто ни в чем не ограничивает. Захотели сделать ряд, захотели сделать 2, захотели сделать 3. То есть на ваше усмотрение. Угу. Все. И вот таким вот образом шагаем, шагаем назад. Гляньте, как получается красиво. Красиво? Очень красиво. Очень аккуратненько. Все, давайте провяжем горловинку до конца. Да, здесь я покажу, как отсоединять и как прятать ниточку. Давайте. Итак, смотрите, вот я дошла до первого столбика. Да, вот моя последняя петелька. Я так вот протянула ниточку, отрезала ее. И теперь беру крючочек чуть поменьше. И просто-напросто вот так вот спереди назад захватываю ниточку, как бы типа продолжая петелечку, да. Сейчас захватим. И протягиваем, получается, с лицевой стороны на изнаночную. Вот. Все. У нас получается краешек шел, 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 шел. И так аккуратненько закончился. А сзади с изнаночной стороны мы с вами цепляемся за рядом стоящую петельку. Так. Делаем узелочек. И потом просто-напросто прячем нашу ниточку. Вот когда рачий шаг закончили, сделали узелочек. И сейчас узелочек. То есть уже все крепко настолько,
что ничего не развяжется. И все, и аккуратненько хвостики прячем. Вот таким вот образом. Хоп. И также дальше. То есть ничего сложного. Все аккуратненько. Не торопитесь, потому что кончики, чтобы у вас не торчали. Вот таким вот образом. Все. И получается, идем наше изделие гладить, стирать, мерить, фотографировать. Да? В такой последовательности. Все. Ненужное убрали. Аккуратненький краешек сделали. Все. Изделие готово. Я надеюсь, вы попробуете, свяжете. У вас получится коротенькая ли кофточка, длинненькая ли туничка. Показывайте свои результаты. Угу. Делитесь своими впечатлениями, эмоциями, материалом, из какого вы будете вязать, как у вас получается, на кого вы вяжете. Это детская будет, либо это взрослая будет кофточка, туничка. Все, надеюсь, видео вам понравилось. Не забудьте поставить лайк, подпишитесь, кто этого еще не сделал. Нажмите на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. Впереди много интересного. До новых видео. Всем пока-пока. Смотрите, в готовом варианте, так, меряем, получается 44 сантиметра обхват. Угу. То есть на размер 42 очень свободная, очень классная, очень дышащая кофточка. Так, и по длине получается от плеча, на которую длину я вязала, это 55 сантиметров. То есть до попы. Вот так вот, чуть-чуть попу закрывает, до попы. Вот. Если сниму, получается, сколько получилась горловинка. Она, конечно, такая, видите, лодочка. Она вот так вот, если померить, 29. Вот. А так она приблизительно около 72 сантиметров. Как и планировалось.